Добрый день, друзья! На улице пасмурная погода, идет дождь, поэтому сегодня видео мы запишем в офисе на рабочем месте. В этом коротком видео я расскажу, что произошло за этих 2 месяца, пока мы не снимали видео в нашей семье, где мы были, что мы делали, а также расскажу, что изменилось непосредственно в Словакии. А изменений достаточно много, поэтому кому это интересно, смотрите видео до конца. А я начинаю. Друзья, последних 3 месяца мы с Татьяной не записывали видео не потому, что не хотели, а потому, что просто не было времени. Мы работали с клиентами. Единственное, в августе успели съездить в Хорватию на море. Замечательно, там, конечно же, отдохнули. Офис в это время не останавливал свою работу, а наоборот активно работал с клиентами. Более того, из-за постоянного увеличения количества обращений в нашу компанию мы расширили штат сотрудников вдвое и продолжаем дальше расширяться. Кстати, некоторые из сотрудников это наши бывшие клиенты. Так что, кто знает, может быть и вы когда-нибудь станете коллегой нашей компании, если переедете в Братиславу и будете отвечать необходимым требованиям для нашей работы. Также мы привлекаем наших клиентов постоянных на удаленную работу, таких как, например, контент-менеджер, SEO-продвижение, графический дизайн. Елена, Алексей, Александр, вам большой привет! На данный момент запросов очень много. Мы справляемся со всеми. Если нужно будет расширить еще штат, мы к этому готовы. А лично мы с Татьяной будем находить больше времени для наших зрителей, чтобы записывать видео. В ближайшее время вы увидите много интервью с интересными людьми, которые эмигрировали в Словакию и успешно здесь ведут свой бизнес или работают. Сравнение цен на продукты и коммунальные услуги в Словакии, Украине, России и других странах Евросоюза. Обзор рынка недвижимости в Словакии и многое другое. Кто еще не подписался на наш канал, обязательно подписывайтесь. А также вступайте в группу «Жизнь в Словакии», где мы регулярно публикуем интересные новости о Словакии, где подписчики активно общаются между собой, среди которых много наших текущих и бывших клиентов. За последних 2 месяца произошло достаточно много изменений и в самой Словакии. Карантин, к сожалению, никуда не делся. Число зараженных растет, как и в других странах, и на сегодняшний день составляет более 500 человек в день. Но медицина Словакии хорошо справляется с эпидемией, за время которой умерло всего 61 человек. Из важных новостей, недавно в Словакию приезжал президент Украины Владимир Зеленский, который встречался с президенткой Словакии Зузаной Чапутовой. На встрече было подписано много важных сообщений. Также важной новостью есть то, что с октября вновь запущены авиасообщения Словакии с Украиной. Со 2 октября вы можете воспользоваться рейсами до Киева и Львова, а в конце октября будет открыт авиамаршрут Братислава-Одесса. Стоимость билетов всего 10-15 евро. Следующая новость будет более интересна и радостна для людей, которые только планируют переехать в Словакию. С 1 октября 2020 года отменена процедура записи иностранного предпринимателя в торговый реестр. Сейчас достаточно получить свидетельство предпринимателя и уже можно заниматься предпринимательской деятельностью. Если вы уже занесены в реестр, то будете удалены из него с 1 октября 2020 года. И это не повод впадать в панику даже тем, кто уже подал документы на получение вида на жительство по предпринимательству.
Это не повлияет на выдачу ВНЖ. Ваше ВНЖ, если оно уже есть, никуда не пропадает. Если у вас уже бизнес в Словакии, тоже не стоит переживать. Удаление из реестра ни в коем случае не повлияет на ваши права. Этот закон не успел вступить в силу, как уже появилась новая услуга от многочисленной армии помогаторов – повторная запись в торговый реестр. Почему этого не стоит делать, как проверить свою запись в торговый реестр, как не попасться на аферу повторной записи в реестр, как различить профессиональную консалтинговую компанию от помогаторов, которые ссылаются только на личный опыт, советуют и помогают совершать действия, противоречащие закону. Читайте на нашем сайте и в Facebook специальную статью, подготовленную нашим партнером, юридической компанией Radel Partners, а именно юристом Татьяной Днестрян. В Словакии вновь ужесточают меры в связи с ростом числа заболевших COVID-19. Уже с завтрашнего дня, с 15 октября, стоит взять на вооружение новые рекомендации. Маски теперь носим не только в помещениях и транспорте, но и на улице. Благо сейчас уже довольно прохладно, поэтому можно расценивать маску еще и как дополнительное средство утепления. Придется потерпеть без отдыха в ресторанах и кафе, но можно будет брать еду на вынос или трапезничать на террасе. Закрываются спортзалы, сауны, wellness-заведения, аквапарки. Но прогулки еще никто не отменял, поэтому здоровому образу жизни ничего не помешает. В продуктовых магазинах и аптеках установлено время для пожилых людей с 9 до 11 утра. В торговых центрах и магазинах будут действовать еще одно правило – не менее 15 квадратных метров на покупателя. Это направлено на то, чтобы исключить большое скопление людей. Разумеется, все массовые мероприятия тоже отменены. Разрешены лишь похороны, свадьбы и крещения, и то с нюансами. Правило 15 квадратных метров в помещении на человека будет действовать и в этих случаях. В общем, мы практически возвращаемся к весенним мерам. Но учитывая то, что они показали свою эффективность, я очень надеюсь, что заболеваемость и в этот раз будет снижена. Была озвучена и цель таких мер – ежедневный прирост не более 500 новых случаев в течение недели. Напомню, что сейчас чуть больше 500 в день. Очень хочется, чтобы эта цель была достигнута как можно скорее. Еще более хочется, чтобы вся эта пандемия осталась далеко позади. И мы можем внести в это свой вклад, соблюдая меры безопасности. Берите на вооружение и не болейте. Друзья, берегите себя и своих близких.